Проснулся просто, обычное утро, зашел в YouTube, думаю, просмотрю что-то интересное, когда там буду чистить зубы. Вот, включил, а там в YouTube просто каждая строка «Война», началась война, посмотрел пару роликов, ну и понял, что это не шутка. Одно из первых, так, что дальше делать по работе, куда возможно уехать и нужно ли вообще уезжать. То есть сразу начинает поступать информация: уезжайте срочно и быстро, а другие говорят с другой стороны: оставайтесь, оно сейчас там погремит, да и все успокоятся. То есть мы все равно, не сразу, конечно, поверили, но я, допустим, не сразу поверил, что начнется именно такие боевые действия, и начнутся они как раз в Мариуполе. Помню, в городе 24 числа уже начался кипиш в плане того, что банкоматы перестали работать. И люди по городу ходили в поисках обнала денег. То есть к нам даже лично подходил чувак, просил сбросить нам деньги на карту, чтобы мы ему дали нал. Потом стали организовываться, это первые дни, 24-25 числах, большие очереди в магазинах. Ну, в АТБ, в частности, заметил, очень большие очереди. Да, люди стали все скупать. Пусто все. Нету ничего. Ну и примерно уже 27 числа начались вот эти мародерства. Город грабят, магазины взламывают, разбивают стекла и разносят. Вот такой вот городок. Это все вынесено, АТБ разгромлено, аптека пошла нахер, вторая аптека тоже пошла нахер. И мы идем, а напротив идут ребята, им лет от 12 до 15, вот так. Мальчик с девочкой, они несут огромную плазму. Думаю, вот так вот. Нахрена вам нужна? Без света, да. Ну, как бы... Да, этот период характеризовался такая ситуация тем, что на улицу, когда выглянешь в окно, кто-то откуда-то идет с большими сумками, и вряд ли они их накупили. Чувачок на тележке что-то везет. Все от мала до велика что-то воруют. Стало понятно, что все очень серьезно, когда действительно стали тотально массово выносить магазины, и была уже тенденция видна, что сейчас уносят магазины, потом не будет еды, и было видно, что идет оно все в глубокую задницу. Да, люди в форме полицейских, может даже не полицейские, сказали, что будет эвакуация, но мы переспрашивали у других, и другие сказали, что нет эвакуации какой-либо официальной. И, исходя из этого, мы решили рискнуть, собрать маленькую сумочку и пойти на эвакуацию. Там как? Чтобы собрать информацию, нужно подойти к кучке людей и послушать, о чем они говорят. Потому что уже тогда мобильной связи, интернета ничего не было. И там были такие беседы, что говорили, что на самом деле, возможно, кого-то не выпускали. Кто-то говорил, что колонна машин поехала, как бы все нормально, но половина машин не доехала. Окраины города лупят, все заминировано. Пока на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту не удалось провести переговоры, чтобы это было безопасно для мирных граждан. Наша эвакуация нахер пошла. Зеленый коридор, не зеленый. Сегодня его не будет. Мы идем домой. Было принято решение не принимать никаких решений, ждать, пока будет какая-то более ясная ситуация. Сначала ты видишь дым где-то очень далеко, что все в дыму. Вот уже там 5 марта, то ты видишь этот дым уже ближе. То есть все, выстрел становится громче. И нам вообще, по-моему, в конце февраля, 28 числа примерно, к нам снаряд попал уже в наш подъезд. Итак, вот наш двор. Теперь он выглядит вот так. Это наш домик. Прилетело вот сюда. Стекла все повыбивало. Машина в щи. Но мы еще живы-здоровы. Пока что. То есть снаряды уже были в конце февраля. Они уже были в центре. И вот тогда, когда мы за водой ходили на эвакуацию в драмтеатр, то есть все, уже эти обстрелы, они были уже вблизи города, просто не так активно, как это было потом, позже еще. Так, вот танки едут уже. Не могу понять, украинские или российские. Но едут уже танки. У нас возле дома было что-то типа бомбоубежища. Там было в нем
Сыро, темно, плачущие дети. Ну, морально очень было некомфортно. И мы решили не быть там. Мы решили просто остаться в квартире. 6 марта. Воды нет, света нет, интернета нет, связи нет, ни хрена нету. Готовили и люди к тому моменту на улице. Благо рынок тоже сохранил дееспособность. Ну, в таком обрезанном режиме. На постоянной основе всегда там привозили творог. Ну и Творог и масло было на постоянной Всегда. основе, а еще привозили пару раз мясо. Так, сегодня у нас в меню филе, замаринованное в специях, 10 овощей осталось, и вареная картошка. Готовим на улице. Мы в основном ели яблоки и творог. То есть, как только он заканчивался, мы опять выходили с утра, стояли в 2 часа в очереди, покупали килограмм 6 творога, мы 2-3 килограмма отдавали просто на подъезд, ну, потому что, на общак. да, потому что они боялись выходить и стоять в очередях там. Деньги уже какую-то особую ценность тогда не имели. В городе, наверное, было, может, 3, может, вообще 4 точки, где можно было купить еду. Это один из них, рыночек, недалеко от нашего дома. До какого-то момента еще оптовая база работала. А еще говорили где-то в центре, но всегда была пометка, он работает, но там очень стреляют. Ну и мы, соответственно, туда не ходили. А второй что стоит? За ним. К тому моменту на Горводоканале уже была такая ситуация, что приходили люди, и чтобы забрать воду, набрать, они к 6, к 5 утра приходили. Ну, то есть история, там, где человек простоял 3-4 часа и не набрал воду, она являлась нормальной. И вокруг обстрелы, то есть ты же не просто там стоишь и просто там с кем-то беседуешь, нет, вокруг обстрелы, летят самолеты, люди все забегают, вся эта очередь куда-то рассыпается, потом она снова собирается. И стреляли уже такое ощущение, что очень близко от того места, то есть, ну, как будто прям над ухом она все было. Ну и да, и дома вокруг, то есть Уже в дыму было все. все в дыму, и некоторые говорили в очереди, что в этом же поселке, ну вот, говорит, буквально 500 метров, 5 домов снесло. Так, сегодня у нас, боже, какое число, 15, 14, 16. Пойдем попробуем, может быть, пешком уйти из Мариуполя. Может получится. Закончилась еда, не работали больше рынки, не было где взять еду физически. У нас не было ни бомбоубежища, где мы могли укрыться, ни подвалов. К нам в дом уже попадало несколько снарядов, рядом все дома горели в огне. То есть мы думаем, или мы просто остаемся здесь и умираем, или мы пробуем просто выйти. Вот такой у нас был настрой. Не было, возможно, больше сил находиться в этой зоне неопределенности, ну и тем более, чем попытка все равно лучше, чем бездействие. Мы же дороги не знаем, карты не работают, ничего такого, и мы просто у соседки, у нее была своя дорожная карта на бумаге, мы ее сфотографировали просто, чтобы знать хоть какой курс держать. К тому моменту город уже был раздолбанный, по обочинам на дороге были воронки от попадания снарядов, здания полураскурочены, ну где-то, наверное, 70% города уже было раздолбано. И у людей просто каждый друг с другом, когда встречался, спрашивал, а там у тебя стреляют? Ты говоришь, ну там вроде бы тихо, а ты у него спрашиваешь, а там у тебя стреляют? Он говорит, ну там вроде бы тихо. Вот, и мы вот такими вот как бы перебежками, когда летит самолет или летит снаряд, прятались в ближайший подъезд или в подвал, что было там, где-то прятались. Мы наполовину вышли из города. Вот сейчас зашли К соседу. Сосед, который решил идти с нами. нас теперь 3. Когда мы уже выходили из города, начала образовываться пробка. Машины нас немножко обгоняли, вот так это можно сказать. Когда мы выходили, не было украинского блокпоста, и все люди просто ехали, вот как говорится, на свой страх и риск дальше. И некоторые люди говорили, что обочины заминированы, на них постарайтесь не выходить. 16 марта, 4:57. Мы прошли российский блокпост втроем.
Из Мариуполя в Мангуш. Сейчас мы будем искать ночлежков. Из Мариуполя мы дошли в Мангуш. Вы часто ходите из Мариуполя в Мангуш, Кеша? Находясь в Мангуш, уже не было слышно выстрелов. Отойдя от города, может, даже уже на километров 5 уже не было слышно выстрелов. Ну или слышно, но отдаленно. Ну да, по сравнению с тем, когда оно этой волной в душу отдает, и когда просто там отдаленно эхом, конечно, мы чувствовали на этом моменте себя полностью в безопасности. Ну, насколько это было возможно. А когда мы шли по Мариуполю, там вообще стреляли прям, блядь, рядом. Там стрёмно, Разбитые по Мариуполю БТРы. стрёмно, здесь тихо, спокойно. Вот, пиздец. Совокупность неприемлемых факторов была по дороге. Очень хорошо. Там Заебись. танцы Мариупольские выживатели. Сейчас мы опять ждем, но просто сейчас уже не стреляют. В режиме ожидания находимся, пока ситуация прояснится, и можно будет на основе этого принимать какие-то решения.